Они как мячики подпрыгивают. Привет. Че, как дела? Ну, не очень даже как-то. Что? Дверь не открыл, не очень как-то, даже дверь не открыл. Не к такому я привыкла, конечно. Должен двери открывать? Ну, обычно джентльмены открывают, да. Я понял. Блин, а я такая зараза не открыл, короче, те двери, да, не захотел выходить. Ну, там просто мокро, а я футболка. Да, я заметила. Тем более, я же не знал, когда ты точно подойдешь. Мы вроде договаривались на определенное время. Не, ну я имел в виду, что, ну, когда ты подойдешь, сейчас, там, через 5 минут, через 10. Ладно, окей, все, виноват. Как мне исправить ситуацию, чтобы твое настроение улучшилось? Ну, я думаю, мы куда-нибудь поедем. В ресторанчик. В ресторанчик? Почему именно в ресторанчик? Ну, на приличные мужчины на первом свидании ведут девушку в ресторан. Что за шаблон? Что за стереотип? Почему именно ресторан? Просто мне интересно. Просто уже не первый раз на сайтах знакомств на свидании, и именно вот ресторан. Ну, а куда еще? Приличное место, что в кино за ручки держаться. Гулять по парку, особенно в такую погоду. Не, ну по парку нет, как бы, ну, есть, не знаю, до хрена других мест занятий там. Например, каких? Мне кажется, это самое лучшее место. Самое оптимальное, да? Да. Так, давай сразу на берегу договоримся. Мне вот не нужны вот эти какие-то нестабильные отношения. Мне нужно, чтобы у мужчины было все сразу стабильно и в голове, и в кошельке. Ни хрена ты требовательная. Да. Ну, как бы требуешь соответствовать, поэтому я тоже соответствую, и я возле себя хочу держать мужчину, который тоже будет мне соответствовать. Держать мужчину? Да. Это что, зверек какой? Что значит держать мужчину? И что за требования? Я понимаю, что в голове там все стабильно, да. Типа, знаешь, чтобы он знал, что от жизни как бы ему нужно, да? Не только в голове, но и в кошельке. Это тоже очень важно. Мне не нужны... это прямо пропорционально, да? Ага. Да, мне не нужны нищеброды, и я это прямо говорю, я этого не стесняюсь, потому что я считаю, что деньги в наше время это очень важно, и я не считаю, что это что-то постыдное. Поэтому я и сразу хочу на берегу уже как бы договориться, что мне не нужно, если ты будешь зарабатывать меньше, 200 тысяч. 2000? Ты хотел сказать 2000. Ну, не придирайся давай к словам. Оговорочка по Фрейду. Не придирайся к словам. Ну ладно, хорошо. Спасибо. 200 тысяч? Да. В месяц? Это минимум, да. Это минимум. Если больше, то, конечно, это еще лучше будет. Прикольный бонус. Слушай, ну а почему ты не говоришь там, типа, я просто хочу, не знаю, там, для любви, для семьи, у тебя как-то вперед идет деньги, все. Ну, кому сейчас нужна эта любовь, семья, как бы... Тебе не нужна? Ну, не сейчас же, может быть, когда-нибудь, но я об этом даже не думала. Ну, подожди, вот ты хорошо познакомился с чуваком, он там зарабатывает 200 тысяч, но он тебе там не нравится, там не симпатизирует, там нет любви или еще что-то, ты типа с ним будешь? Я правильно понял? Ну, какая разница? Любовь может придется, терпится, слюбится, знаешь, такую... Он же должен тебе приятен быть, ты должна возбуждаться от него, в конце концов. Ну, приятен может быть вполне себе. Ну, такое. А если это какой-нибудь такой толстый, обрюзший дядя, но он зарабатывает миллион? Нет. То есть миллион? Ну, есть же и приличные мужчины, которые миллион зарабатывают. Если он зарабатывает миллион, то у него все должно быть в порядке и с телом, и с умом, и с душой. Ну, не знаю, как правило, те, кто зарабатывает миллион, они такие пузатенькие. Нет, это не правда. Это миф. Сколько серьезно? Я встречалась с людьми, нет, это просто миф. Вот эти жирные люди, это обычно вот те, кто сидит на жопе, ничего не делает, или вот папочки им деньги дают, какие-то вот мамочки. Но это мне тоже не подходит. Я хочу амбициозного человека, который сможет и себя прокормить, и меня прокормить, и все у него будет в жизни стабильно. В том числе спортивный зал, чтобы он и себе его смог оплатить, и мне его смог оплатить. Ну, ты такая сама по себе амбициозная. Я чувствую, вот у тебя подача, знаешь, подача вот такая вот наглая, стремительная. Я бы не сказала это нагло, я просто знаю, чего я хочу от жизни. И я хочу того же от своего партнера. А ты чем соответствовать будешь такому? Ну, смотри, у меня свой бизнес. У тебя свой бизнес? Я тоже хожу в зал, да. Подожди, а тебе сколько лет? Мне 19. У тебя в 19 лет свой бизнес? Да. И чем занимаешься? У меня свой магазин ручных украшений. Сначала я, естественно, начинала тоже с малого. Мы с 14 лет вместе с подругой начинали этот бизнес. Мы все делали сначала сами, а потом наняли работников. Все. Ни хрена себе, ты крутая, с 14 лет мутить бизнес. Да мало кто на это пойдет. Мне повезло просто. У меня папа бизнесмен, он мне всем с этим помог. Короче, у тебя такой толчок был. Да, мне хороший. все помогло.
И поэтому я как бы тоже хочу, чтобы партнер мне соответствовал. Это, я думаю, вполне здравое желание. Бизнес. Достаточно. Но около 150 в месяц я зарабатываю. И я хочу, чтобы мой партнер даже делал больше, потому что это мужчина, я хочу быть за ним как за каменной стеной. Не, ну здесь уже такая поправочка, потому что я почему спросил по поводу твоей работы. Как правило, девчонки требуют, а сами не соответствуют в плане того, что они ни хрена не работают. Типа она украшение планеты Земля, да, знаешь, вот эта вся история. Да, я понимаю, но это не по мне. Поэтому я и хочу, чтобы ты тоже соответствовал. Так вот, вопрос, чем ты занимаешься? У меня IT-компания небольшая. IT-компания. Что значит небольшая? Ну, небольшая, там 5 сотрудников работают, разрабатывают приложение, то есть небольшая. Ну, ты, я думаю, понимаешь, к чему я клоню, сколько денег ты получаешь? 500 будет? 500 будет? Ну, отлично. Я думаю, на этом мы... Все, ты уже расслабилась такая, все так помягче стала или села такая. Ну, если я думаю, что мы сейчас едем, я надеюсь, в ресторан направляемся. Ну, ты знаешь, смотри, какая концепция, у меня лично какая концепция и принципы. Мне нужно, прежде чем куда-то пойти, чтобы просто так не тратить время, мне нужно понять, какой у нас вайб, да, какая у тебя энергетика, подходим ли мы друг к другу. Чисто по общению, потому что мы пойдем туда, допустим, ты не мой человек, мы будем сидеть, тупить, как бы время потеряем, вот это все. Поэтому я приверженец того, что 15-20 минут пообщаться, вот, и тогда уже принять решение. Как тебе такое? Ну, давай, и о чем ты хочешь поговорить, на какую? На любые темы, видишь, я выясняю, кого ты ищешь, как бы, да, какого мужчину, какие у тебя требования, вот, как ты это говоришь, да, как ты себя подаешь, вот, мне просто чисто вот это интересно. Единственное, немножко мне не нравится наш момент такой, что прицепом, то есть вперед прицепа, вперед лошади, точнее, прости, идет именно денежная составляющая. Вот, единственный вот этот момент. Потому что если даже ты, там, у тебя бизнес какой-то, но ты говоришь, блин, я хочу там влюбиться, не знаю, там, стать матерью, стать женой, как бы, да, там, просто нормальная семья, это одно. Когда ты вперед деньги ставишь, меня чуть-чуть смущает. Ну вот видишь, ты спрашиваешь, и я рассказываю тебе о себе. Вот я так и говорю честно и без утайки. Для меня очень важно, чтобы мужчина много зарабатывал. Сейчас, на данном этапе жизни, для меня это более важно, чем все остальное. Потому что я приверженец того, что любовь, как бы, она может прийти, стерпится, слюбится, как бы, если человек хороший, то я уверена, что я смогу в него влюбиться. В этом нет никакой проблемы. Вот, проблема больше, в тебе. Если ты будешь плохим человеком с плохим достатком, то, как бы, никакой любви тут и не может. А если я буду очень хорошим человеком, но с плохим достатком? На данный момент. Но, к сожалению, мои принципы просто не позволят мне в тебя влюбиться. Все. Дело в принципах. Да. Блин, просто, не знаю, на мой взгляд, круто, знаешь, когда ты встречаешь человека, не то, что стерпится, слюбится, а ты вначале, у тебя бабочки, да, порхают, а ты влюбилась, просто хочешь для этого все делать, это круто же. Ну, знаешь, говорят, что вообще вот эти бабочки в животе — это признак тревоги, это признак того, что тебе не стоит с этим человеком встречаться. Думаю, не было. Я за стабильность. То есть изначально, если у вас стабильно все хорошо, то и дальше уже может появляться какая-то страсть, уже может появляться какая-то любовь. Вот я такой приверженец, такой вот концепции. А у тебя были такие отношения вообще по опыту? У меня были одни отношения, но это было не очень хорошо, потому что, сначала все начиналось замечательно. Тоже мы сходили на пару свиданий, все было хорошо. Но потом у него какие-то пошли неполадки с бизнесом. Он владел автомобилями, он перепродавал их, там ремонтировал. Вот, и что-то у него пошло нехорошо, и он говорит, все, я больше не могу, этим заниматься, не могу зарабатывать. Перегорел? Типа того, да. Вот, и я говорю, так, и что нам делать? Мы снимаем квартиру, у нас как бы стабильная жизнь, все дело к свадьбе, а он тут говорит, я больше не могу зарабатывать. Естественно, как бы... В принципе? Да, он говорит, я больше не буду этим заниматься, я не смогу приносить столько денег, сколько я раньше приносила. А у нас уже весь быт под это подстроен, понимаешь? Мы ходим на какие-то секции, в спортзал, у нас уже скоро свадьба на носу, мы уже об этом задумываемся, и тут он говорит, что я не могу зарабатывать. А как мне к этому отнестись? Это странно, да, когда в быт все это интегрировано, как бы, а чувак, одно дело, знаешь, если бы он сказал, типа, я не могу вот именно этим делом зарабатывать, я сейчас открою какой-нибудь другой бизнес, там, фермочку. А тут, я как понял, он вообще ни хера не решил. Да, он сказал, я пока не хочу ничего делать. Я думаю, хорошо, и что, я все буду тащить на себе? Естественно, нет. Не думаешь ли ты, что это был развод? В плане, ты, я так понял, дочь достаточно прибабулиного папа, как бы, да? Вот, и он, типа, тебе глаза замылил, а потом, типа, не, я не хочу работать, давай, содержи меня.
Вот я не знаю, если честно, я не хочу вообще Очень с этим похоже. я не хочу с этим разбираться. Вот он мне сказал, все, я не могу больше зарабатывать. Я сказала, ну все, пока. Собрала свои вещи и ушла. Все, я даже не захотела его слушать, потому что, но мне это не интересно. Даже не скучала, не переживала? Ну, конечно, там, ну ладно, день я попереживала, но потом я поняла, что я не могу больше тратить времени. Ну а что, я еще буду тратить время на то, чтобы грустить по нему? Ну да, ты же без наследия. А давно было? Ну, года 2 назад. И ты 2 года типа без отношений? Да. Ни хрена Но себе. я хожу на свидание, ну вот я говорю, никто не соответствует тому, что я хочу. Но ты думаешь, что вот раз в 2 года ты ходишь на свидание, никто не соответствует, ты в конечном итоге все-таки найдешь? Или ты просто, слишком большие у тебя требования, что ты не можешь найти? Я не думаю, что у меня большие требования. Я говорю, требуешь, соответствую. Я требую, поэтому я соответствую. И ищешь на сайте знакомств? Ну, я же не абы кого лайкаю. Ну, это понятно, но я имею в виду, что достаточно немножко странноватое место. Там все-таки в большинстве случаев, в большинстве парни такие особо не зарабатывающие, там, знаешь, какие-то странные. Ну, там. вот а где мне еще искать, скажи, пожалуйста? Ну, а у тебя есть круги там общения, не знаю, там, Ну, вот опять друзья, же знакомых? очень много людей не соответствует тому, что я хочу. Вот. И мне очень сложно поэтому с какими-то людьми общаться. Это, скорее всего, вот выходит в какие-то партнерские больше отношения, нежели в какие-то дружеские. Партнерские отношения. Но все равно все еще смотрят на мой возраст, как бы. В каком плане? Ну, вот история, которая произошла, Так. мне тогда было 17. Ну и, соответственно, все мне говорили, что это за странность, почему ты вообще в 17 лет с каким-то человеком живешь, хочешь за него замуж выйти, но для меня это было нормально. Вот, а для кого-то нет. И это опять уходит вот стыки наших, наверное, каких-то реальностей, потому что для меня одно нормально, для других вот это странно. Ну, так всегда, это, как говорится, что русскому хорошо, немцу смерть. Ну вот. Вот, да, и наоборот, но просто, если они были за 18, как бы, ты же несовершеннолетняя была, тут немножко такое дело стрёмненькое. Ну, тоже, это мой выбор личный, и я не вижу смысла его как-то осуждать и обсуждать, потому что я все равно по-другому не сделаю. А все вот пытаются как-то навязать мне свое мнение, пытаются как-то меня в чем-то переубедить. Меня это вот, я вообще это не выношу, если честно. Вот. Я понял. Ну, хорошо, ладно, мы сейчас беседуем, общаемся. Какая перспектива? Что бы ты хотел? Ты хотел бы продолжить, допустим, со мной пообщаться там, или как вообще, как ты видишь развитие нашего Ну, посмотрим сюжета? по нашему свиданию. Ага. Как пройдет первая встреча, там уже дальше поглядим. Я понял. Погнали тогда кофе попьем. Давай, только, пожалуйста, какое-нибудь хорошее Ну, не Макдональдс, заведение. явно. Да, спасибо. Там пообщаемся, и там уже видно будет, правильно?